Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы увидите сейчас, это расклад на следующую неделю. Неделя с 24 августа по 30 августа. Давайте посмотрим на наших двух колодах сегодня, какие же карты вам выпадут и в каких сочетаниях, соответственно, они у вас выпадут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую активность. Можете поделиться также этим раскладом с кем-нибудь из знакомых дев, если вы считаете, что им это видео подходит. Итак, давайте посмотрим, что вас ожидает. Последняя неделя лета с 24 августа по 30 августа. Какие карты вам сегодня выпадут с понедельника по воскресенье? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта — королева мечей, карта воздушного знака. Возможно, общение с воздушным знаком, весы, близнецы или водолеи для вас важно. Также вы по королеве мечей можете проявлять энергию этой королевы мечей, то есть стараться мыслить очень логично, рассуждать очень четко, так, знаете, очень такими категориями четкими. Вы стараетесь не думать эмоционально, вы стараетесь здесь основываться на фактах. И все ваши решения основаны на каких-то фактах. Вы очень ответственны в том, что вы делаете, и вы можете здесь делать что-то связанное с вашей карьерой или с реализацией ваших амбиций, потому что вот вы себе такую цель поставили, да, собственно, и вы по этому намеченному пути идете. Могут быть по королеве мечей какие-то прямолинейные, честные разговоры, которые могут быть очень даже острыми, конфликтными. Кто-то кому-то говорит свою правду, или вы узнаете здесь какую-то истину, потому что здесь прям медиум такой нарисован. То есть что-то, что вы не знали, вот оно как будто вам говорится прямым текстом, что-то вот узнаете здесь по королеве мечей. Это заставляет вас действовать опять-таки в соответствии с ситуацией очень логично. Не эмоционально, а вот именно здраво, то есть с ментальной точки зрения старайтесь проанализировать ситуацию и принимать решения, исходя из фактов. Карта королева мечей, причем воздушный знак у вас еще и в виде короля мечей выпадал. Тут же королева жезлов. Очень много здесь в принципе, особенно в начале недели, вот до четверга, каких-то людей, персон. Королева жезлов. Ну, если про работу, то да, здесь про амбиции, желание реализовывать себя, добиваться целей, потому что королева жезлов, она тоже об этом. Но еще и мудрость, то есть быть мудрыми, взвешенными, практичными. Дальше королева пентаклей, ваша стихия, которая здесь выпадает, в том, что вы делаете, какие решения принимаете, и в финансовом плане тоже. Королева пентаклей здесь вообще в окружении монеток сидит. Можете получать какие-то деньги во вторник, допустим, по королеве пентаклей. Но в принципе, опять-таки, вы это получаете, потому что вы для этого трудились, вы на это работали. Собственно, по тузу кубков могут быть радостные эмоции, радостные какие-то события, радостные переживания, какие-то приятные подарки материальные, которые вы здесь получаете. Здесь сердечко такое изображено, что-то, что вас радует в этот день. Дальше идет король мечей, это воздушный знак. Опять-таки, возможно общение с воздушным знаком, либо вы ведете себя как этот король мечей очень ответственно. Очень стараетесь относиться ответственно к тому, что делаете, контролировать все ситуации, все процессы в вашей жизни. Кстати, у кого-то может быть общение с таким своего рода специалистом, может быть каким-то консультантом, врачом или юристом, да, то есть получаете какую-то рекомендацию, может быть так. Поэтому здесь король мечей. Здесь же восьмерка чаш. Возможно, это вызывает у вас определенную неуверенность, но вы стараетесь опять-таки основываться на фактах, действовать очень логично. Возможно, по восьмерке кубков вы
немножечко разочаровываетесь, расстраиваетесь тем, что здесь происходит, но опять-таки понимаете, что впереди вас ждет нечто лучшее, даже если вам приходится здесь принимать какие-то очень серьезные решения, что-то оставлять позади или от чего-то отказываться в этот день, потому что так правильно, так честно, так разумно, так логически правильно, то вы, тем не менее, понимаете, что впереди вас ждет нечто лучшее. Карта императора, карта Овна. У кого-то, возможно, общение с человеком знака Овен будет, либо вы чувствуете себя императором, восседающим на троне в этот день вместе с королевой кубков. Ощущение тоже, как будто, знаете, здесь чувственности, эмоциональности, успеха такого. Может быть, здесь кто-то вам говорит о своих чувствах, признается в чувствах, собственно, да, но по императору, который здесь основной, вы чувствуете себя как человек, превосходящий здесь других или находящийся в центре внимания, как будто бы, вот знаете, восседаете на троне, да, на вас обращают внимание, и по королеве кубков тоже, как будто бы вы вот заметны в этот день, как-то прям светитесь. И дальше отшельника карта, которая в принципе-то говорит о вас, о вашей стихии, это карта ваша. По отшельнику часто говорит о желании уединиться, побыть в одиночестве, немножечко отстраниться от окружающих людей, может быть, от чего-то отказаться. И по колесу фортуны как будто бы даже не знаю, колесо фортуны здесь в принципе говорит о том, что вы можете принять важное решение, но находясь в уединении. Как будто вам для этого нужно подумать. Или вы понимаете, что какие-то важные процессы в вашей жизни происходят, какие-то судьбоносные, поворотные, и вам для этого нужно немножечко отдохнуть и сделать такого своего рода паузу. Да, вот так вот. Либо какое-то здесь происходит как озарение, по колесу фортуны понимание, что нужно принять важное решение, потому что как находите для себя какой-то свет, важную идею, соответственно, к которой вы приходите. Карта ваша, карта отшельника. Дальше шестерка кубков — это карта семьи и уюта семейного, которым хочется себя окружать. И это, собственно, может карта говорить про встречу с близкими, с родными, может говорить про карта мир, про ощущение мира, покоя, триумфа, чувство здесь признания окружающими, может быть, вашей семьей каких-то ваших результатов в работе, там, в делах, каких-то заслуг, либо в личных каких-то отношениях. В принципе, мир — это еще как завершение одного из циклов, начала нового. Может быть, день рождения. По шестерке кубков собирается вся семья, потому что шестерка кубков — это юбилеи, праздники, дни рождения, да, возможность собрать всех в кругу семьи, вспомнить с ностальгией о чем-то, что было ранее в вашей жизни, и по карте мир завершить этот год жизни, начать новый, соответственно, период. Кстати, карта мира еще может показывать общение с родственниками на расстоянии или с близкими какими-то друзьями для вас, которые вам пишут или звонят издалека, то есть кто-то в мире, кто находится далеко от вас. Поэтому мир. Либо какие-то здесь ситуации, где кто-то, не знаю, уезжает или как будто находится на расстоянии, тоже для вас. Карта семерка жезлов, карта человека, который преодолевает трудности, то есть что-то решает, какие-то вопросы решает, над чем-то работает. Здесь мужественно справляется с этими задачами. Возможно, будет не совсем просто. И пятерка жезлов тому подтверждение. То есть здесь, опять-таки, как будто нужно преодолеть какое-то препятствие, решить какой-то сложный вопрос, найти выход из ситуации. Может быть, возникает разногласие или конфликт, но вы стараетесь занимать позицию «я выше, я знаю лучше» и стараетесь себя отгородить от каких-то недоброжелателей или критики, или кого-то, кто может ставить вам палки в колеса. То есть старайтесь быть выше всего этого. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.